Салют, с вами Ликей, лето, и сегодня мы на улице. Давайте представим, что вся вселенная, весь наш мир и вообще все, что возможно познать, это музыка. Причем музыка во всех ее проявлениях и жанрах. А теперь представим людей, которые слушают только один какой-то жанр и категорически отрицают другие. Что-то типа Metal Forever, Rap for Life или Viva la Mozart. Такие люди будут враждовать с теми, кто, на их взгляд, слушает неправильный жанр, ибо они не смогут понять их в силу своей зауженности и зацикленности. Плюс эти персонажи никогда не смогут познать всю вселенную, ну или хотя бы максимально близко приблизиться к ее пониманию. Чтобы познать ее полностью, нужно брать лучшее из каждого музыкального жанра. Причем нужно знакомиться не только с лучшим, но и с худшим, чтобы иметь более полное и законченное представление о картине в целом. А теперь перенесемся в наши реалии и по аналогии с тем, что вселенная — это музыка, рассмотрим следующее. Сами знаете, сейчас бум научного прогресса, многие носят науку на руках, пропагандируют ее и все такое. Казалось бы, ну и хорошо, но есть одно но. Вместе с пропагандой научного образа мышления зачем-то гнобят, например, религиозный образ мышления. Такой подход совершенно неприемлем. А почему? Ну, во-первых, яростные фанатики науки ничем не лучше яростных фанатиков религии, которые также боготворят только религию и презирают любой другой образ мышления. Для научных фанатиков наука, считайте, та же религия. Со своими священниками в роли выдающихся ученых, со своими священными писаниями в роли передовых научных трудов и даже со своими пророками-полубогами от Теслы до Эйнштейна и от Тьюринга до Хокинга. То есть никаких проблем, верь в науку, но зачем поносить религию и любой другой образ мышления? Ведь научный образ мышления — это всего лишь один из, я подчеркиваю, один из способов познания мира. Пускай наука — это рэп, но тогда зачем закрывать себя от рока, классики или этнической музыки? Когда апологеты науки твердят, что какое-то утверждение антинаучное, у меня только один вопрос. И что? Конечно, оно антинаучное, я бы даже сказал, само собой оно антинаучное, и что плохого? Оно еще и антирелигиозно, антипожарно, антивелосипедно, да и вообще много чего анти. Но оно вполне себе, скажем, астрологично. То есть, когда рэперу показываешь рок, он говорит, что это не по-рэперски. Ну еще бы, конечно, не по-рэперски. Тебе новое направление вбрасывают, новое, которое может дополнить твое рэп-видение. Или вот знаете, фанаты науки полагаются на научные постулаты не менее, чем религиозные парни на священные писания. О каком свободном уме вообще может идти речь? Это типичный связанный ум. Такой же связанный, как тот, кто мыслит в рамках материального успеха. Для него священники — это успешные предприниматели, а священное писание — это бизнес-учебники. Вот, например, Вася сказал Пете свое видение какого-либо явления. Но Петя сказал, что нет, это не так, потому что какой-то ученый это опроверг. Но Петя слишком узко мыслит, чтобы понять, что второй ученый это опять доказал, третий это опять опроверг, а четвертый доказал вообще как-то совершенно по-другому. То есть, если бы Петя еще сильнее разбирался бы в науке, не на уровне Википедии, он бы знал, что в научном мире ученые сами не могут договориться между собой. И один ученый идеально доказывает одно, а второй идеально это же опровергает. При этом так круто, что в итоге веришь обоим. И вообще хочется послушать именно Петю и именно Васю, а не Васю, пересказывающего Эйнштейна, или Петю, пересказывающего Теслу. Если вдуматься, то наука как бы не дает человеку думать вперед. Если бы в те времена, когда наука считала, что атом неделим, я бы сказал, что атом делим. Я не могу это доказать, но я это знаю, и все, я иду дальше в познании. Все бы мне говорили, это антинаучно, ученые это еще не доказали, ты не можешь так думать. Ну и пусть доказывают, если им это надо, зачем мне их ждать? Или всем тем людям, которым официальная медицина говорила, ваша болезнь неизлечима, и вам осталось жить всего ничего. Что, они должны были все, лечь и просто дожидаться смерти? Нет, они порой боролись и вылечивались просто другими способами. Медицина потом смотрела так, разводила руками, мы не можем это объяснить, но да, они как-то выздоровели. Очень напоминает религию, правда? Так делать нельзя, то говорить нельзя, потому что написано в Священном Писании. Я хочу сказать, что и религия, и наука по-своему хороши. Постоянные зрители знают, что я часто пропагандирую науку, рассказываю про каких-то ученых, но не стоит зацикливаться, а уж тем более поливать грязью религию, потому что наука та же религия по большому счету. Или религия та же наука. Когда-то миром правил религиозный образ мышления. Сейчас к нему прибавился научный образ мышления и образ мышления материальный успех.
Но нужно понять, что все эти образы мышления, да и не только эти, они не вечные, что пройдет время и появятся новые образы мышления. И мы будем посмеиваться над наукой, как сейчас некоторые посмеиваются над религией. Я очень-очень советую вам посмотреть вот это вот видео для полноты картины. Слушайте разную музыку. Берите что-то от науки, что-то от религии, что-то от философии, что-то от того же успеха. Этот мир многогранен, не зацикливайтесь на одном. Не будьте оппонентом, будьте любопытным слушателем, который желает познать больше и из разных жанров. Будьте меломаном познания, тогда мир заиграет прелестными нотками, и вы научитесь понимать других людей. Понимать, а не осуждать. С вами был Ли Кей, подписывайтесь на наш канал и нах вам дыс. Мне интересно, знаешь, вот если все религии мира вдруг запретят, если не станут незаконным, вот будут все эти ярые атеисты там ликовать, да, они, конечно, наверное, поликуют, но потом опять станет скучно, потому что мне кажется, что большинство из них это ребята, которые хотят быть против. И вот неважно против чего, просто против. Запретят религию, они начнут орать: вы нарушаете права человека на вероисповедание, что за фигня и все такое. Вдруг религия станет незаконна, они первые выбегут на улице с кадилом, с крестом и будут петь православные песни, там, free religion и все такое. Вот.